Всем привет. Сегодня у нас расклад «Какие перемены тебя ждут?». И, конечно же, приходите в проживание арканов, и я вас там жду. Давайте долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Единички. А для сигнификации первые две карты — это что сейчас в твоей жизни происходит. А ты как белка в колесе бегаешь. Вокруг стабильно, семья помогает, денег хватает. Может, даже мужчина твой не совсем жмот. Вроде бы у тебя все ровно, ни потрясений, ни драм, ничего. Но внутри тебя уже начинает тошнить от этой казенной идиллии. Ты вот чувствуешь, что ты уже задыхаешься в четырех стенах. Хотя формально все хорошо. И шестерка мечей — это вот то, что ты подсознательно готовишься к побегу. Ну, образно говоря, да, там к переезду, смене работы, чтобы вот вырваться из этого болота. Но пока ты боишься даже себе признаться, что тебе тесно. Вроде все вокруг твердят, там все хорошо у тебя, посмотри, вокруг солнышко светит, даже если солнышка нет. Подруги говорят, у тебя все есть, что ты дергаешься. А вот по картам они прямо орут, что твое нытье — это не каприз совсем, это сигнал. Ты переросла эту уютную клетку. Пора, как говорится, чемодан собирать, даже если он пока только в голове. И да, тебя ждет не какое-то там туманное будущее, да, а конкретный переезд, ну или резкая смена твоей работы. Знаешь, не нужно цепляться за вот эту псевдобезопасность. Потому что ты уже сама даже знаешь, мне не нужно даже это говорить, то она уже гниет. Какие перемены тебя ждут? Ну, сразу говорю, про тихое счастье свое забудь. Потому что скоро ворвется мужик в твою жизнь с конкретным предложением. Это совместный бизнес. Ну, бизнес, проект, вот это вот все. И это будет не просто болтовня. Тебе реально он даст шанс себя проявить. Но придется пахать, как вот сивка на бурке, понимаешь? Тут важно не струсить и не начать юлить, как это ты обычно делаешь. Потому что по картам ты будешь вот не просто исполнителем, да, а вот ключевым звеном. Но если, конечно, сомневаться начнешься, гарантии требовать, то все развалится. Тебя ждет вот жесткий дедлайн, после которого, ну, пути назад не будет. Либо взлетаешь, либо остаешься у разбитого корыта. И главное, не пытайся каждый шаг контролировать. Доверься тем, кто будет с тобой в команде, даже если они тебе как кость в горле. Тут не про дружбу нет, это про результат. Собери всю волю свою в кулак и, как говорится, рви на всех парах вперед. Какой совет? Совет, ну знаешь, совет тут простой. Хватит ныть, что ты устала. Ты сама себя в угол вот этот загнала, пытаясь все и всех подряд контролировать. Ты как лиса, которая хвостиком следы заметает, а потом удивляется, что запуталась. Вот за шанс за этот хватайся, который появится. Даже если он тебя пугает, не жди, пока все там устаканится, там эфемерное первое число, лучший момент, такого не будет. Действуй прям нахрапом, как вот рыцарь огня. Быстро, жестко, без вот этой рефлексии, которую ты прям любишь, холишь, лелеешь и по ночам целуешь. Если будешь оглядываться на мнение там соседок, подружек, мужа нытика, то сразу ты проиграешь.
Тебе не осторожность сейчас нужна, а напор. Страшненько будет, да, я согласен с тобой. Начнешь паниковать, но это 100%. Но если остановишься, то потом сожрешь себя за вот эту трусость. А совет один. Когда предложат прыгнуть, не спрашивай, что там внизу, а просто лети. Понимаешь? Ноги свои потом, как говорится, приземлишь. Тут у меня тут все понятно, да, тут объяснять не нужно. Давайте дальше пойдем. Но двоечки тут на мошенников попались. А как я по-другому тебе скажу? Так, что сейчас происходит в твоей жизни, это сигнификация. Первые две карты, а ты в полной попе. И ты сама виновата. Ты повелась на какую-то хрень, извини меня за выражение. Тебя ловко обманули. Теперь сидишь с пустыми карманами, с круглыми глазами, и вот, знаешь, не делай вид, что ты ничего не понимаешь. Ты сама все знала, ты сама все видела, что дело пахнет не очень вкусно. Но ты решила рискнуть. А теперь вместо денег и обещанного там приза, да, у тебя только сопли и чувство, что тебя использовали как последнюю женщину. Но фортуна все-таки крутанулась. Тебе дали вот этот вот шанс вывернуться. Понимаешь, твои или надуватели вот эти, да, мошенники, они или сами облажались, следы оставили, или вот кто-то из них скоро информацию подкинет. То есть внезапно найдется лазейка. Смысл в том, что вот халява закончилась. И если ты сейчас не встряхнешься и не начнешь копать, то все. Твоя задача сейчас, знаешь, не ныть, а схватить эту удачу за жопу, извини меня за выражение. Какая бы каша ни была вокруг, там уже зреет возможность вытащить тебя. Понимаешь? Но это не подарок. Это именно шанс, который нужно рвать зубами. Знаешь, да, разницу между подарком судьбы и шансом? Подарок — это «на, возьми», а шанс — это «схвати зубами» и не проворонь. И если проворонишь момент, будешь потом 100 лет вспоминать, как ты влипла и не смогла вылезти. Так какие перемены ждут тебя? Дальше еще веселей. Готовься к тому, что начнется прям драка настоящая. Не эфемерная, прям с криками, с разборками, может, даже с угрозами. Люди полезут на тебя с претензиями. Начнут пальцем тыкать, докапываться. Тебе придется либо отбиваться, либо сдаться. Проблема знаешь в чем? Ты привыкла прятать голову в песок, как страуса. Вот сейчас вместо того, чтобы встретить скандал лицом к лицу, ты захочешь закрыться дома, игнорировать телефон и вид делать, что тебя ничего это не касается. Но это будет тупиком. Если сдуешься, тебя просто затопчут. А все возможности, которые еще есть, они мимо пролетят. Не смей ни в коем случае закрываться от проблем. Или от помощи отворачиваться, даже если эта помощь будет в какой-то неприятной форме. Придется понервничать, потолкаться, даже поскандалить. Если нет, то у разбитого корыта с кучей обид и нулем результата останешься. Знаешь, запомни одну вещь. Драка — это не конец света. Это будет способ пробить стену. Но если ты выберешь роль вот этой мокрой курицы, то все, конец. Какой совет? Знаешь, тебе нужно подружиться с той, которая тебя реально тянет вверх. Не с подружками сопливыми, а с человеком, который скажет все в глаза и поможет не наговорить лишнего. Но это только первый шаг.
А дальше вот бросай все вот это дерьмо, извини меня, ко всем чертям. Именно сейчас, не завтра, не через месяц. Все накопившиеся проблемы, все токсичные связи, все старые обиды. Это все будет тянуть тебя на дно, как камень. И вот твой главный враг — это вот твое же, а вдруг потом будет лучше, а может они все изменятся, или может я еще потерплю. Не станет легче и не потерпишь, потому что, ну, тут терпеть уже нечего. От всех своих сопливых подружек уходишь резко, без сожалений, даже если кажется, что там что-то потеряешь. Потому что пока ты цепляешься за прошлое, будущее будет мимо тебя проходить. И вообще не вздумай даже оглядываться на тех, кто попытается тебя вернуть там манипуляциями и так далее. Это либо неудачники, которым ты нужна как жилетка, либо мужчина-манипулятор. Мосты сожги, номера смени, уши заткни и вперед вали. Я прям стихами даже заговорю. Все, что тебе нужно для счастья, оно уже где-то рядом, но ты его не увидишь, пока ты старую грязь не отряхнешь. По второму варианту мне тут больше нечего сказать. Давайте перейдем к третьему. Троечки у нас с юными поклонниками балуются. Вот смотри, что сейчас происходит в твоей жизни — это сигнификация. У тебя есть юный поклонник. Это парень, который младше тебя лет на 10. И он несется как потерпевший к тебе, сыпет вот этими комплиментами, прям этот, как его называется, мед в уши. Строит у себя мега-мачо. Но реально он в тебе не женщину видит, а трофей. Типа вот «я могу и со взрослым, докажу своим друзьям». Он как ребенок, который умоляет поиграть там с его пипиркой, извини меня за выражение. То есть он тешит свое эго, но при первом же выстреле, да, там проблеме, он обосрется от страха и убежит. Сейчас он в азарте погони. Звонки в 3 часа ночи. Возможно, приходит внезапно, да? Клятвы про вечную любовь через неделю знакомства. Но это не романтика. Это инфантильная игра в этого мужчину-героя. Через месяц либо он найдет новую игрушку, либо реально испугается твоих ожиданий и сольется. А ты останешься с этим ощущением, что тебя использовали как полигон для вот этих подростковых фантазий. Его напору не верь. Это не страсть, это желание, как сказать, и пипирку выгулять, да, и желание вот доказать что-то самому себе за твой счет. Какие перемены тебя ждут? Ну, тут понятно, крепче держись, потому что этот парнишка, он начнет изображать вот серьезные намерения. То есть прям реально предложит официальные отношения и позовет в отпуск на какое-нибудь море. Начнет тебе заливать в уши про светлое будущее, но это не будет прорывом. Нет, это будет его попытка закрепить успех, пока ты не одумался, пока ты мозги не включил. Он как торгаш на рынке. С 3 короба наобещает, чтобы ты купилась, да, а потом выяснится, что отпуск — это там палатка у его дружка в гараже. А отношения — это значит 1 раз в месяц встречаться между там его играми в танчики и писюлькой своей. Особенно опасно, если ты поведешься на его семейные картинки. Это знаешь, как примерно? Я тебе дословно скажу. Вот я познакомлю тебя со своей мамой, она тебя полюбит, она прям вот тебя вот, как сказать, блин,
Ты ей очень понравишься. Вы прям вот очень. Это чистой воды манипуляция. Через неделю совместной поездки ты поймешь, что он забыл, как говорится, зубную щетку, там трубку не берет у родителей, постоянно ноет, что ты слишком серьезно. Как забыл, как называется-то? Миллениал, вот. Ты миллениал или ты скуф. Ну, вот такие вот словечки. Знаешь, какой итог будет? Потраченные нервы, испорченный отпуск и чувство стыда за свою наивность. А если у вас все сложится, то готовься, ты будешь мамой. Не, не в смысле ты ребенка родишь, ты начнешь с ним встречаться. Прости, карты то показывают, что и говорю. Неправильно сказал. Что показывают карты, то и говорю. Какой совет? Знаешь, у тебя есть проблема, это бывшие. Они были ж старше тебя. И вот этот вот маленький паренек, он тебе как якорь. Это, знаешь, вот в голове у женщин как включается. Да я еще же не старая, если на меня смотрят такие молодые. А у тебя в голове вот этот мужик, бывший, он у тебя застрял. Вот совет тебе: хватит про бывших ныть и орать, что все мужики козлы, потому что это самообман. Ты сейчас как мартышка с апельсином. То есть держишься за этого придурка, бывшего я имею в виду, только потому, что ты боишься снова остаться одной. А тут этот еще молодой нарисовался. Знаешь, сейчас лучше вот эту гнилушку из жизни выкинуть. Вот прямо сейчас, чем через год, да? Перестань вестись на вот эти серьезные разговоры с бывшим. И серьезные разговоры с младшим, не с младшим говорю, ну, с меньшим, с братьями, с нашими меньшими. Тут нету зрелости. Это качелька из дешевых сериалов, которые вот индийские видела сериалы, вот у тебя оттуда. Вместо того, чтобы ждать бывшего или мутить с тем, кто тебе, ты думаешь, только самооценку поднимет молодой, нет. Понимаешь? Молодой не созреть, не нужно ждать, что он созреет для чего-то толкового. Займись собой. Пора в спортзал записаться. На курсы иди отучись. С подружками встреться. Покажи самой себе, что ты вот автономная единица, а не приложение к чьим-то там кризисам среднего возраста. И главное, если бывший приползет с цветами и клятвами, бей его сумкой по яйцам. Ты потому что как сказать, все, второй шанс не даешь. А молодой, для молодого ты не тренировочный вот этот манекен, который еще сиськи у мамы просит. Вот такой сегодня расклад. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и всегда помни, что я всегда рядом.